1944-м норвежский бомбардировщик исчез над Гренландией и не вернулся на базу. Экипаж из 6 человек числился пропавшим без вести 80 лет. Когда в 2023-м ученые вскрыли айсберг, внутри обнаружили не только целый самолет, но и кое-что, от чего у исследователей перехватило дыхание. Вы думаете, что знаете, что бывает с людьми, которых поглощает лед, но то, что нашли внутри этой машины, не укладывается ни в одну из известных версий. Первым делом бур прошел сквозь 2,5 метра льда и уперся в металл. Оператор дрона, которого спустили в пробуренную шахту, передал на поверхность картинку, от которой в палатке на леднике замолчали все разом. Хвостовое оперение с опознавательными знаками норвежских королевских ВВС стояло вертикально, будто самолет врезался в лед носом вниз и застыл в этой позиции 8 десятилетий назад. Норвежский архив в Осло подтвердил совпадение бортового номера уже через 4 часа после передачи первых снимков. Самолет принадлежал к типу Lockheed Hudson. Британский патрульный бомбардировщик, который норвежцы использовали для разведки над Северной Атлантикой. 22 октября 1944 он вылетел с базы в Шотландии и не вышел на связь через расчетное время. Поисковая операция длилась 6 дней и не дала результатов. Экипаж официально признали погибшим в ноябре того же года. Когда расширили шахту и спустили вниз первого исследователя в термокостюме, выяснилась первая странность. Фюзеляж был практически цел. Не разломан, не смят ударом о лед, не разорван. Левый двигатель отсутствовал, его, вероятно, оторвало еще в воздухе, но правый стоял на месте. Остекление кабины треснуло в нескольких местах, однако сохранило форму. Исследователь из университета Тромсё Эрик Хауген, который первым забрался внутрь через разбитый иллюминатор, описал это позже так. Самолет выглядел не как обломок катастрофы, а как машина, которую аккуратно поставили на хранение. Внутри кабины приборная панель оставалась на месте, рычаги управления на месте. На полу под сиденьем второго пилота лежал кожаный планшет с картой. Карта была сложена и засунута в боковой карман, как делают перед посадкой. Это означало одно. Кто-то из экипажа был жив после того, как самолет оказался во льду и успел убрать карту. Но самым неожиданным оказалось не это. Размером примерно 60 на 40 сантиметров, обитый изнутри промасленной тканью. В хвостовом отсеке, где у Хадсона располагалась позиция стрелка-радиста, нашли деревянный ящик. Замок на ящике был закрыт. Когда его вскрыли уже на поверхности, внутри обнаружили 27 стеклянных ампул в специальных держателях, небольшой металлический цилиндр с немецкой маркировкой и 3 листа бумаги, исписанных от руки на норвежском языке. Норвежская военная разведка запросила передачу материалов в течение суток после того, как информация о находке попала в официальный рапорт. Руководитель экспедиции, глициолог Свен Андерсон из Стокгольмского университета, успел сфотографировать рукописные листы до того, как их забрали. На первом листе стояла дата — 18 октября 1944 и имя — обер-лейтенант Клаус Фреде, немецкий офицер, числившийся в списках военнопленных лагеря в Шотландии. 4 днями позже этот самолет исчез над Гренландией. Совпадение, которое норвежская разведка 80 лет не могла объяснить, внезапно получило форму. Конкретную, материальную, запаянную в стекло и дерево. За эти 40 минут он сделал 214 фотографий и записал голосовые заметки на диктофон. Эрик Хауген провел внутри самолета 40 минут, прежде чем температура в шахте упала до критической отметки и его подняли наверх. Когда он вышел из шахты и снял шлем, первое, что он сказал коллегам: посадочные щитки выпущены. Это технически означало одно: самолет заходил на посадку. Не падал, не терял управление, не был сбит. Пилот намеренно выпустил щитки, снизил скорость и посадил машину на лед. Шасси, правда, убрано, что типично для вынужденной посадки на брюхо. Но сам факт выпущенных щитков исключал неконтролируемое падение. Авиационный эксперт Торбьорн Скаар, которого норвежское телевидение пригласило прокомментировать находку, заявил прямо: это была преднамеренная посадка опытного пилота. Бортовой журнал нашли под приборной панелью, зажатым между металлической переборкой и корпусом радиостанции. Последняя запись датирована тем же числом, что и письмо немецкого офицера с 18 октября. Но вылет был 22-го. Последняя запись в журнале состояла из 3 строк на норвежском. Груз принят. Это означало, что либо журнал вели не в хронологическом порядке, либо последняя запись была сделана до вылета, либо даты в документах намеренно перепутаны. Маршрут изменен по приказу, возврат невозможен. Подпись только инициалы. ТБ. Командира экипажа звали Турстейн Бергстрём. Корпус самолета осмотрели на предмет боевых повреждений. Пробоин от зенитного огня не нашли. Следов пожара ни снаружи, ни внутри. Правый двигатель разобрали частично прямо в шахте. Лопасти пропеллера погнуты назад равномерно, что характерно для работающего двигателя в момент удара о твердую поверхность. Двигатель работал, когда самолет коснулся льда. Это окончательно подтвердило версию о контролируемой посадке. Левый двигатель отсутствовал, как уже установили раньше. Место его крепления осмотрели детально. Крепежные болты срезаны чисто, без деформации конструкции вокруг. Но норвежские архивисты не нашли подтверждения, что Хадсоны в составе норвежских ВВС оснащались такой системой.
Хауген предположил, что двигатель отстрелили намеренно. На некоторых военных самолетах существовала процедура аварийного сброса двигателя для облегчения машины или предотвращения пожара. Топливные баки оказались пусты. Не пробиты, не разорваны, а именно пусты. Самолет выработал все топливо до посадки. Расчетная дальность Хадсона составляла около 3200 километров. Расстояние от шотландской базы до точки обнаружения чуть больше 1800 километров по прямой. Топлива должно было хватить с запасом. Это означало, что самолет летел не по прямому маршруту, он сделал значительный крюк, прежде чем сесть на гренландский лед. Куда он летел сначала, этот вопрос норвежская разведка засекретила в числе первых. Но Андерсон, который успел сфотографировать не только рукописные листы, но и последнюю страницу бортового журнала, разглядел на полях карандашные координаты. Он не успел их записать полностью, ящик с документами забрали быстро. Но первые цифры он запомнил. Они указывали не на Гренландию и не на Шотландию. Они указывали на архипелаг Шпицберген, норвежскую территорию, где в 1944-м располагалась немецкая метеорологическая станция. Тел внутри самолета не было. Ни в кабине, ни в хвостовом отсеке, ни под обломками левого крыла, которое частично сложилось при посадке. 6 человек экипажа исчезли, но не вместе с самолетом. Они покинули машину уже после того, как она остановилась на льду. Это установили по нескольким деталям. Аварийный люк в хвостовой части был открыт изнутри и зафиксирован в открытом положении штатной защелкой. Так делают, когда планируют вернуться или когда уходят организованно, без паники. Парашютные ранцы отсутствовали все 6. Их забрали с собой. На полу кабины нашли пустые консервные банки и металлическую флягу без крыши. Экипаж провел внутри какое-то время после посадки, прежде чем уйти. Аварийный паёк, который по инструкции хранился в специальном отсеке за сиденьем пилота, был вскрыт и частично использован. Из стандартного набора на месте остались только 3 плитки шоколада и нетронутый пакет с таблетками для обеззараживания воды. Все остальное — консервы, галеты, аварийный запас топлива для обогрева — забрать. Норвежский военный историк Магнус Вестергор, которого привлекли к работе с документами, установил состав экипажа по архивным данным. Командир лейтенант Турстейн Бергстрём, 28 лет, уроженец Бергена, налет более 800 часов. Второй пилот, сержант Улав Хельсет, 23 года. Штурман, лейтенант Кнут Даланд, 31 год. Бортмеханик, капрал Арне Фосе, 26 лет. Стрелок-радист, капрал Йон Эриксен, 22 года. Шестым в списке значился пассажир. В документах вылета он обозначен как гражданское лицо, литера «Н», без имени войски звания. Именно 6-й человек не давал покоя Вестергору. В военное время норвежские патрульные бомбардировщики не перевозили гражданских пассажиров без специального приказа высшего командования. Литера «Н» в документах британской базы, откуда вылетел самолет, была зарегистрирована как стандартный код для агентов разведки при переброске в поле. Вестергор запросил соответствующие архивы британской разведки, и получил отказ. Документы засекречены до 2047 года. Среди личных вещей, найденных в кабине, был один предмет, не входивший в стандартное снаряжение экипажа — мужской кожаный бумажник. Внутри норвежские кроны образца 1942 на сумму около 170 крон, фотография женщины с ребенком на обороте, надпись «Осло 43» и маленькая карточка с типографским текстом на немецком языке. Карточка оказалась удостоверением сотрудника немецкой организации Abwehr, военной разведки Третьего рейха. Имя на карточке совпадало с именем на рукописных листах из деревянного ящика — Клаус Фреде. Немецкий разведчик, числившийся военнопленным в шотландском лагере, летел на борту норвежского бомбардировщика над Северной Атлантикой с грузом из 27 ампул и немецкого цилиндра. Его бумажник остался в самолете. Сам он исчез вместе с норвежским экипажем где-то на гренландском льду в октябре 1944-го. Вестергор нашел в британских открытых архивах одну зацепку. Краткое упоминание в рапорте командования базы от 23 октября того же года. В рапорте значилось, что самолет с бортовым номером, совпадающим с найденным, выполнял специальное задание по распоряжению Объединенного штаба и что судьба экипажа и груза является предметом отдельного расследования. Расследование в открытых архивах не числилось нигде. 27 ампул передали в лабораторию Норвежского института общественного здравоохранения в Осло на следующий день после извлечения из самолета. Транспортировали в герметичном контейнере в сопровождении 2 офицеров военной разведки. Ни один член экспедиции к этому моменту уже не имел доступа к грузу. Но Хауген успел сфотографировать ампулы еще в шахте, до того, как их упаковали. На снимках видно стекло толстое, темно-коричневое, характерное для медицинских препаратов, требующих защиты от света. Ну что, нашли самолет, а где же наши нейросети? Если вам интересно, что еще скрывает наш виртуальный айсберг, загляните на playprofi.com. Только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Не упустите шанс. Каждая ампула запаяна и помещена в индивидуальный держатель из алюминия. На держателях гравировка.
Двузначные номера от 11 до 37, без пропуска. Это означало, что ампулы с 1 по 10 отсутствовали, их либо не было изначально, либо кто-то забрал их до того, как самолет ушел под лед. Металлический цилиндр с немецкой маркировкой Haugen тоже сфотографировал. На боковой поверхности выбито Instach F. Hygiene der Waffen SS 1904. Институт гигиены войск СС существовал реально. Он располагался в Берлине и занимался в том числе разработкой вакцин и изучением инфекционных агентов для военных нужд. Что именно производил этот институт, в 1944-м часть документов до сих пор засекречена в немецких федеральных архивах. Рукописные листы, которые сфотографировал Андерсон, содержали текст на норвежском, написанный неровным почерком, видимо, в условиях плохого освещения или при сильном волнении. Андерсон опубликовал фотографии на своей личной странице через 3 суток после того, как норвежская разведка забрала оригиналы. Публикацию удалили через 7 часов, но к тому моменту скриншоты разошлись по нескольким европейским изданиям. Из 3 листов читаемыми оказались 1,5. На первом листе Клаус Фреде описывал обстоятельства своего появления на борту. Он писал, что был завербован британской разведкой еще в 1943-м, находясь формально в плену. Его задачей было получить из института СС образцы конкретного препарата и вывести их назад. Операция готовилась 8 месяцев. Препарат он называл только по номеру. Серия 31. И ни разу не написал его название открытым текстом. На втором листе, частично размытом, речь шла о маршруте. Фредди писал, что самолет должен был сесть в условленной точке на Шпицбергене, где груз планировалось передать другой группе. Но что-то пошло не так еще до Шпицбергена. Какая-то встреча, какой-то сигнал, который изменил маршрут. Дальше текст обрывался. Лист был поврежден сильнее остальных. Третий лист сохранился хуже всего. Андерсон смог разобрать только несколько фрагментов. Одна фраза читалась отчетливо. Они не должны это получить. Кто именно? Непонятно. Другой фрагмент. Эриксон знает, куда идти. Йон Эриксон, это радист, самый молодой член экипажа, 22 года. Последняя читаемая строка на третьем листе была не фразой, а координатами широта и долгота, записанные полностью, без сокращений. Норвежский географ Линда Хансен, увидевшая скриншоты в сети, определила координаты за 20 минут. Они указывали на небольшой остров у восточного побережья Гренландии, необитаемый, без названия на современных картах, обозначенный только цифровым индексом в датских морских реестрах. Расстояние от точки обнаружения самолета до этого острова около 90 километров по прямой через открытый лед. В октябре 1944-го 6 человек ушли с самолета пешком. С аварийным пайком, парашютными ранцами и, судя по всему, с частью груза. До острова в 90 километрах по гренландскому льду в октябре это от 4 до 7 суток пешего хода в зависимости от условий. Температура в том районе в октябре опускается до минус 25 ночи. Выжить можно, но только если знаешь, куда идешь. И если тебя там ждут. Деревянный ящик с ампулами сохранился потому, что промасленная ткань внутри не пропустила влагу за 80 лет. Но 3 рукописных листа выжили по другой причине. Бумага была необычной. Норвежский институт криминалистики, куда передали оригиналы после разведки, установил: листы изготовлены из хлопкового волокна с добавлением парафина. Такую бумагу использовали специально для полевых документов, которые могли попасть в воду или под снег. Кто-то заранее позаботился о том, чтобы эти записи сохранились. Это меняло картину. Фредди не писал в панике на первом попавшемся листке. Он писал на специально подготовленной бумаге, которую ему кто-то дал перед вылетом. Операция была спланирована с деталями, о которых рядовой военнопленный просто не мог знать самостоятельно. Параллельно с Норвежским институтом немецкий историк Ханс Юрген Краузе из Фрайбургского университета начал собственное расследование после того, как увидел публикацию Андерсона с маркировкой цилиндра. Краузе специализировался на медицинских программах СС и знал структуру Берлинского института гигиены изнутри. Он работал с его архивами 15 лет. По его словам, серия 31 в документах института не значилась ни под каким открытым названием. Но в косвенных источниках, в переписке между институтом и главным санитарным управлением СС, он нашел упоминание программы под кодовым обозначением Eislaufer, что в переводе означает «конь-кобег». Программа Eislaufer фигурировала в 3 документах из числа рассекреченных в 90. Все 3 касались испытаний препаратов на выживаемость в условиях экстремального холода. В Освенциме и Дахау немецкие врачи проводили опыты с переохлаждением. Это известный факт, зафиксированный на Нюрнбергском процессе. Но Eislaufer был не про переохлаждение. Краузе установил по косвенным данным. Программа изучала возможность медикаментозного сохранения функций организма при длительном воздействии низких температур. Проще говоря, препарат, который позволял человеку выжить там, где выжить невозможно.
Если это правда, то 27 ампул в деревянном ящике содержали не яд и не оружие. Они содержали нечто, зачем британская разведка отправила немецкого агента в Берлинский институт СС и организовала тайный вывоз через оккупированную Европу на борту норвежского военного самолета. Краузе опубликовал свои выводы в научном журнале через 3 недели после находки. Норвежское министерство обороны выпустило официальный комментарий на следующий день. Содержимое ампул не представляет угрозы для здоровья населения и находится на стадии лабораторного анализа. Что именно анализируют, не уточнили. Британское правительство не прокомментировало находку вообще. Запрос норвежских журналистов в Министерство обороны получил стандартный ответ. Запрашиваемые сведения относятся к категории, не подлежащей раскрытию в настоящее время. Но один отставной офицер британской разведки, пожелавший остаться анонимным, дал короткое интервью норвежской газете Aftenposten через месяц после публикации Крауза. Он сказал следующее. Операция по вывозу груза из Германии в 1944-м действительно существовала. Она называлась не Эйслауфер, а имела британское кодовое имя, которое он не назвал, и завершилась она не провалом. Самолет сел там, где должен был сесть. Груз был доставлен туда, куда планировал. То, что машина осталась на льду, было частью плана. Экспедиция Андерсона нашла не место катастрофы. Она нашла место намеренного захоронения самолета, брошенного после выполнения задания, чтобы никто никогда не начал задавать вопросы о маршруте, грузе и 6-м пассажире без имени. Вестергор нашел личное дело Турстейна Бергстрёма в норвежском военном архиве в Хортоне. Не в общем реестре, а в отдельной папке с пометкой «Административное хранение», куда обычно попадают документы, изъятые из основного оборота без официального объяснения причин. Папка содержала стандартные документы. Личная карточка, список вылетов, медицинская справка. И один нестандартный. Рукописная рекомендация на английском языке, датированная сентябрем 1944. Автор рекомендации. Полковник британских ВВС Реджинальд Карр. Куратор совместных норвежско-британских операций в Северной Атлантике. Карр писал, что Бергстрём обладает необходимым опытом навигации в арктических условиях и полностью осведомлен о характере заданий. Это был не случайный экипаж, поднятый по расписанию. Бергстрёма выбрали лично и заранее. Краузе тем временем нашел в немецких архивах имя, которое связало все части истории воедино. Доктор Вальтер Зиберт, сотрудник Берлинского института гигиены СС, куратор программы Эйслауфер с 1942 по 1944. В ноябре 1944, через 3 недели после исчезновения самолета, Зиберт официально числился погибшим при бомбардировке Берлина. Однако Краузе обнаружил в британских рассекреченных документах 90-х годов краткое упоминание некоего доктора В.З., который в декабре 1944 проходил медицинское освидетельствование на британской военной базе в Шотландии под именем Вальтер Зомер. Зиберт не погиб в Берлине. Его вывезли. И, судя по хронологии, вывезли тем же маршрутом, что и препарат через Гренландию, через безымянный остров у восточного побережья, где 6 человек с парашютными ранцами и аварийным пайком ждали кого-то, кто должен был их забрать. Операция была сложнее, чем казалось изначально. Груз не только ампулы. Груз еще и человек, создавший эти ампулы. Клаус Фреде вывез препарат. Но сам Зиберт добирался другим путем. Вероятно, через Швецию, через нейтральные каналы, которые британская разведка использовала для переброски ценных источников. На безымянном острове обе части операции должны были соединиться. Вестергор запросил датские архивы, остров формально находился в зоне датской юрисдикции и получил неожиданный ответ. В реестре береговой охраны за октябрь и ноябрь 1944 остров не значился как посещен. Но в журнале британского патрульного судна «Харрисон», копия которого хранилась в датском морском архиве по соглашению об обмене документами, стояла запись от 29 октября 1944. Снятие группы с точки Дельта-7. 7 человек, все живы, груз принят. Точка Дельта-7 в британской военно-морской номенклатуре того периода соответствовала координатам именно этого. 7 человек, экипаж 6. 7. Либо Зиберт, либо кто-то еще, кого не было в списке вылета. Судьба всех 7 после 29 октября в открытых источниках не прослеживалась. Бергстрём, Хельсет, Далланд, Фоссе, Эриксен — все 5 официально числились погибшими и никогда не были реабилитированы посмертно, хотя по норвежскому законодательству семьи погибших военнослужащих имели право на официальное уведомление о судьбе. Ни одна семья такого уведомления не получила. Хауген разыскал внучку Арне Фоссе, бортмеханика, в Бергене. Ей было 63 года. Она сказала, что ее бабушка до конца жизни получала небольшую анонимную денежную выплату раз в год переводом через швейцарский банк без объяснения источника. Выплаты начались в 1945 и прекратились в 1987. Внучка всегда считала, что это государственная пенсия по потере кормильца. Но в норвежских социальных архивах никакой пенсии на имя вдовы Фоссе не числилось. Кто-то платил семье молчания 42 года, а потом перестал. Вероятно, потому что тот, кто платил, сам умер. Краузе нашел Зиберта в 1944
1991. Точнее, нашел его некролог в небольшой швейцарской газете города Базеля. Вальтер Зомер, 81 год, бывший сотрудник фармацевтической компании, скончался в марте 1991 в частной клинике. В некрологе значилось, что он родился в Дрездене в 1910-м, эмигрировал в Швейцарию в 1945-м и проработал в одной и той же базельской фармацевтической фирме 40 лет, с 1946 по 1986. Фирма называлась Хельмут Зомер и партнеры. Основана в 1946. Специализация на разработка препаратов для применения в экстремальных климатических условиях. Основной заказчик в первые 10 лет существования – британское военное ведомство. Краузе запросил торговый реестр кантона Базельштадт и получил список учредителей фирмы. Среди них значился некий Реджинальд Карр. Тот самый британский полковник, который написал рекомендацию на Бергстрёма в сентябре 1944. Карр вышел из состава учредителей в 1953-м, передав свою долю анонимному трасту, зарегистрированному на Джет. Схема выглядела так. Британская разведка вывезла немецкого ученого вместе с результатами его исследований, легализовала его под новым именем в нейтральной Швейцарии, обеспечила финансирование через поставную фирму и получала результаты его работы в течение 40 лет. Норвежский экипаж, выполнивший переброску, был официально списан как погибший. Это закрывало любые вопросы о маршруте и грузе. Семьи получали анонимные выплаты в обмен на молчание, которое они даже не осознавали как молчание. Они просто не знали прав. Вестергор передал все материалы в Норвежский парламентский комитет по историческим расследованиям в октябре 2023-го, через 8 месяцев после обнаружения самолета. Комитет принял материалы и открыл официальное расследование. Британское посольство в Осло выразило готовность к сотрудничеству. В общих словах, без конкретики. Но пока комитет формировал запросы, произошло кое-что неожиданное. Норвежский институт общественного здравоохранения опубликовал предварительные результаты анализа ампул. Содержимое 24 из 27 ампул деградировало до состояния неподдающегося идентификации. 80 лет даже в идеальных условиях хранения сделали свое дело, но 3 ампулы сохранили. В них обнаружили органическое соединение на белковой основе, не идентифицированное ни в одной открытой базе данных фармацевтических препаратов военного периода. Соединение было синтетическим, неприродного происхождения. Оно содержало компоненты, которые в 1944-м теоретически могли быть синтезированы, но для этого требовалась лабораторная база значительно выше среднего уровня военного времени. Биохимик института доктор Сигрид Мун в интервью государственному телевидению сказала осторожно: это соединение по своей структуре напоминает класс препаратов, над которым фармацевтическая наука работала в 70-х и 80-х годах. Препаратов, влияющих на терморегуляцию организма. Разработки в этой области в открытой науке зашли в тупик в 90-х из-за токсичности побочных эффектов. Базельская фирма Хельмут Зомер и партнеры была ликвидирована в 1993 через 2 года после смерти Зомера Зиберта. Вся документация по ее деятельности, согласно швейцарскому законодательству, должна была храниться 10 лет и затем могла быть уничтожена. Краузе запросил архив кантона. Документы фирмы уничтожены в 2003-м, в последний допустимый срок. Ни одной копии в открытом доступе не существовало. Оставалось одно звено, которое никто еще не проверил. Анонимные выплаты семье Фоссе прекратились в 1987-м, за 4 года до смерти Зиберта. Это означало, что платил не он или платил не один. Вестергор проверил остальные 4 семьи: Бергстрёма, Хельсета, Далланда, Эриксона. 3 семьи подтвердили: да, были анонимные переводы, прекратились примерно в то же время. Конец 80-х. Семья Далланда назвала точную дату последнего перевода — ноябрь 1988. Именно в этом месяце умер Реджинальд Карр, бывший британский полковник и соучредитель базельской фирмы. Ему было 82 года. Норвежский парламентский комитет опубликовал промежуточный доклад в феврале 2024, через 11 месяцев после обнаружения самолета. Доклад занимал 182 страницы, из которых 47 были полностью закрыты черными прямоугольниками цензуры. Но то, что осталось читаемым, оказалось достаточно. Комитет официально подтвердил: Турстейн Бергстрём и его экипаж выполняли засекреченное задание объединенного норвежско-британского командования. Все 5 норвежских военнослужащих были живы после октября 1944. Более того, они были живы значительно дольше, чем кто-либо предполагал. В приложении к докладу, которое цензура почему-то пропустила, стояла одна строчка из британского архивного документа, датированного 1962. Последний контакт с группой Б. Июль 62-го, статус активный. Группа Б. Это Бергстрём. Через 18 лет после официальной гибели командир экипажа выходил на связь с британской разведкой и числился действующим агентом.
Хауген, получив доступ к промежуточному докладу, немедленно связался с внучкой Фоссе. Он попросил ее проверить одну деталь. Есть ли среди семейных бумаг что-нибудь, датированное после 1944 с именем деда или намеком на него? Женщина перебрала старые документы и нашла открытку. Без подписи, без обратного адреса, отправленную из Рейкьявика в 1953. На открытке вид на исландский фьорд и одна фраза на норвежском: «Машина в порядке, механик жив». Арне Фоссе был бортмехаником. Его жена сохранила открытку, но никому не показала, ни детям, ни властям. Она умерла в 1979-м, унеся это с собой. Открытка пролежала в коробке с семейными бумагами 44 года, пока внучка не добралась до нее по просьбе Хаугена. Вестергор передал открытку на экспертизу. Почерк совпал с образцами из личного дела Фоссе в военном архиве с вероятностью 92%. Арне Фоссе написал жене через 9 лет после того, как его объявили погибшим. Написал один раз и больше не выходил на связь никогда. Либо не мог, либо не имел права. Тогда Краузе сделал то, что должен был сделать с самого начала. Он запросил швейцарские архивы записи о населении кантона Базель-Штадт за период с 1945 по 1980. Не по именам, по дате рождения и стране происхождения. Он искал норвежцев мужского пола, родившихся между 1915 и 1922, зарегистрированных в кантоне после 1945. Архив вернул 4 записи. 4 норвежца нужного возраста, зарегистрированных в Базеле в период с 1946 по 1948. Все под швейцарскими именами, все с документами, оформленными через одно и то же нотариальное бюро в центре города. Нотариус Герман Фогт умер в 1971-м. Его архивы переданы кантональному хранителю. Краузе запросил дела всех 4. 3 из 4 норвежцев прожили в Швейцарии до старости и умерли там же, в 60-х, 70-х, 80-х. 4 выехал из Швейцарии в 1964-м и в кантональных архивах больше не появлялся. Дата рождения 4 совпадала с датой рождения Улафа Хельсета. 2 пилота с точностью до дня. 12 марта 1921. Краузе опубликовал эти данные в марте 2024. На следующий день его официальный запрос в британское министерство обороны с требованием рассекретить материалы по операции получил ответ. Не стандартную отписку, а развернутый отказ на 3 страницах со ссылкой на закон о государственной тайне. Развернутый отказ вместо стандартного означал одно: там есть что скрывать, и они знают, что Краузе это понимает. Норвежское министерство иностранных дел направило официальную ноту в Лондон с требованием предоставить полные данные о судьбе 5 граждан Норвегии. Ответ пришел через 6 недель. Великобритания подтверждает факт сотрудничества с указанными лицами в военный период и выражает сожаление о том, что их семьи не были официально уведомлены о результатах операции. Формулировка «результаты операции» вместо гибели была замечена немедленно, и норвежские газеты вынесли ее в заголовки на первые полосы в один день. Норвежский парламент проголосовал за официальную реабилитацию всех 5 членов экипажа в мае 2024 единогласно. Их имена внесли в реестр погибших при исполнении воинского долга с формулировкой «обстоятельства гибели засекречены по соображениям государственной безопасности Союза». Семьи получили официальные письма с извинениями от имени норвежского правительства. Британская сторона писем не направила. Вопрос, с которого все началось, что было внутри самолета, получил ответ только частично. 27 ампул, немецкий цилиндр, рукописные письма, бортовой журнал с измененным маршрутом, все это установлено и задокументировано. Но 3 ампулы с неидентифицированным соединением по-прежнему находятся на анализе в Норвежском институте. Официального заключения об их содержимом опубликовано не было ни в 2023, ни в 2024. Доктор Сигрид Мун дала последнее публичное интервью по этой теме в апреле 2024. Она сказала, что анализ продолжается и что соединение представляет значительный научный интерес. После этого интервью институт прекратил любые публичные комментарии по данному вопросу по запросу Норвежского министерства обороны. Краузе продолжил работу с немецкими архивами и нашел последнее упоминание программы Эйслауфер в документе 1945 года, составленном уже после капитуляции Германии американскими офицерами в рамках операции «Скрепка» программы вывоза немецких ученых в США. В документе значилось, что программа Эйслауфер и ее куратор переданы британской стороне в рамках двустороннего соглашения и исключены из американской юрисдикции по взаимной договоренности. Американцы знали о Зиберте. Они просто уступили его британцам. Безымянный остров у восточного побережья Гренландии получил официальное название в датских морских реестрах в июне 2024 после того, как датские власти, следившие за развитием событий, инициировали процедуру присвоения наименования. Остров назвали Бергстрём в честь командира экипажа. Процедура заняла 3 недели, что по бюрократическим меркам является рекордно коротким сроком.
Хауген вернулся на Гренландию в августе 2024 уже с другой экспедицией, финансируемой Норвежским университетским советом. Цель — обследование острова Бергстрём на предмет следов пребывания людей в октябре-ноябре 1944. На третий день работы экспедиция нашла под полуметровым слоем торфа остатки временного укрытия. Деревянные стойки, фрагменты брезента, металлическую печь-буржуйку. Рядом с печью пустая консервная банка с норвежской маркировкой военного образца и гильза от пистолета калибра 9 мм. Кто-то жил на этом острове. Ждал там. И дождался. Судно Харрисон сняло 7 человек 29 октября 1944. Главный вопрос, на который до сих пор нет ответа. Что стало с препаратом после того, как его доставили в Британию? Базельская фирма Зиберта работала 40 лет. Британское военное ведомство было ее основным заказчиком первые 10 лет. Что именно производила фирма, уничтожено вместе с архивами в 2003. 3 уцелевшие ампулы из гренландского льда. Единственные физические остатки серии 31, которые существуют в мире. Самолет в айсберге не был катастрофой. Он был сейфом, намеренно закрытым, намеренно брошенным, намеренно забытым на 80 лет. Лед сохранил то, что люди намеревались похоронить навсегда. И то, что он сохранил, оказалось не обломками войны, а ее незакрытым счетом, который в 2024 только начали предъявлять к оплате.